Всем привет, с вами Артем. Продолжаем наш сериал Xeon E5-2620V3, где мы сравниваем данный процессор с бюджетными версиями V1, V2. И сегодня серия, где мы будем сравнивать производительность в играх и бенчмарках E5-2620V3 с процессором E5-1620 4,3 ГГц. По процессорам первый это 6-ядерный 12-поточный Haswell с постоянной тактовой частотой 3,2 ГГц. Второй это 4-ядерный 8-поточный Sandy Bridge с тактовой частотой 4,3 ГГц. Техпроцесс 22 на 32 нанометра, теплопакет 85 на 130 Вт, L3 кэш 15 на 10 МБ, память DDR4 на DDR3 1866 МГц. Настройки в играх максимально возможны, разрешение 720p, результаты на диаграммах это результат чистого прогона бенчмарка FPS без захвата overlay, возможно небольшая погрешность видео. Будет выделена третья часть экрана для стокового E5-2620V3. Он у нас будет в качестве спортивного интереса без комментирования. А перед началом теста хочу порекомендовать вам посетить наш форум, где вы можете не только задать любой вопрос по компьютерной тематике, но и помочь товарищу, если его ситуация вам близка. Заходите, регистрируйтесь, мы вам всегда рады. Первый проект у нас это, как всегда, тень Лары. Средняя частота кадров 96 на 81. Что мы тут видим? Это то, что 1620 не хватает общей производительности, чтобы конкурировать с 2620V3. Он практически всегда загружен около 100%. Но хочу напомнить, что он не в упоре видеокарту, и данный результат считается конкретно его максимальным в этой игре. Тут 1650 был бы как раз кстати. Также видим, что 1620 потребляет больше энергии и имеет выше степень нагрева. GTA 5 средняя частота кадров по всему бенчмарку 69 на 63, а в эпизоде с машиной 1620 проявил себя достойно, практически получились те же показатели, что и у 2620V3. Hitman 2. Средняя частота кадров 81 на 74. Видно, что процессоры достаточно серьезно грузятся, особенно 1620, но при этом четырехъядерник не упирается постоянно в полную загрузку. Немного не хватает ему общей мощности процессора. Но это по отношению к 2620V3. В PUBG у нас средняя частота кадров 137 на 151. Данный проект очень хорошо отозвался на производительность на ядро, и 1620 вырвался немного вперед. Также видно, что у 1620 высокая погрешность от захвата. И к этому еще тяжело дается опрос датчиков overlay четырехъядерному оппоненту, если он при этом еще и хорошо загружен проектом. Dota 2. Средняя частота кадров 150 на 145. Несмотря на то, что проект очень любит частоту процессора, 1620 в данном тестовом отрезке немного проигрывает 2620V3. Watch Dogs 2. Средняя частота кадров 71 на 51. Тут особо не удивительно. Игру четырехъядерным процессором с высокопроизводительными ядрами не удивить. Тут 1620 тяжело тягаться на равных 2620V3. Он загружен практически на полную. Танки Benchmark Core RT версия 0.2, средняя частота кадров 277 на 266. Результаты получились очень хорошие как и у 2620V3, так и у 1620. Эти процессоры смогли практически подпереть видеокарту на разрешении 720p.
Обитель зла 2, средняя частота кадров 136/124. Ранее тут был серьезный разрыв между новым и старым поколением, но 1620 серьезно его сократил. CSGO средняя частота кадров 311/319 с просадками в дымовых завесах до 80 кадров. Не намного, но все-таки 1620 взял победу. И последний на сегодня проект — это бенчмарк Stalker Зов Припяти. Как всегда, результаты посмотрим на диаграмме бенчмарка немного позже. Вот такие получились результаты. На мой взгляд, 1620 выступил неплохо, и это пока самый быстрый из представленных оппонентов Старой Гвардии в данном сериале. Так как 1620 без упора в видеокарту достаточно серьезно грузится, есть возможность сделать обновленный тест E5 1624 2 ГГц плюс GTX 1070 уже с ограничением видеокарты, и посмотрим, сможет ли он ее подтянуть. Думаю, стоит потихонечку подходить к завершению, сериал наш еще не заканчивается, есть желание также включить в данный тест 1650 и R5 1400, но это пока все в проекте. Если у вас есть вопросы, жду их в комментариях, если есть какие-то глобальные вопросы по компьютерной тематике, жду на нашем форуме, ссылки будут в описании. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, поддержите, пожалуйста, пальцем вверх, подпиской. С вами был Артем, не болеем, всем добра.